2 недели назад ко мне на онлайн-консультацию записалась женщина. И первые ее слова были: «Доктор, я чувствую себя бракованным айфоном 17-й модели. Внешне все идеально, все тесты пройдены, а главная функция не работает. Ей 40 лет, она замужем, 3 года, 2,5 она пробует забеременеть. Анализы идеальные, УЗИ в норме, проходимость трубы отличная. У мужа тоже все прекрасно. Диагноз – идиопатическое бесплодие неясного генеза. И знаете, что самое болезненное в этой ситуации? Это не отсутствие диагноза, а фраза врача. С медицинской точки зрения препятствий нет. Просто расслабьтесь, не думайте об этом. Как будто можно просто выключить мечту о материнстве, как телевизор пультом. По статистике, каждая 5-я пара с диагнозом, или это не диагноз, бесплодия неясного генеза, на самом деле сталкивается не с физической, а с психосоматической блокировкой зачатия. И если вы или ваша знакомая годами безуспешно пытается забеременеть, при том, что анализы в норме, обязательно досмотрите это видео до конца. Я покажу 3 скрытых механизма, которые могут блокировать беременность на уровне подсознания, и дам вам конкретный план работы с ними. Меня зовут Павел Сапего. Я врач-психотерапевт и репродуктивный натуропат. За 25 лет практики я понял: наше тело не механизм, а очень тонкий инструмент, который реагирует не только на гормоны и витамины, но и на наши страхи, убеждения, даже на семейные истории, которых мы можем не подозревать. Сегодня я расскажу о трех тихих причинах бесплодия, тех, которые не видны в анализах, но могут быть решающими. И в конце покажу, дам вам совершенно бесплатно простую технику, которая поможет определить, есть ли у вас психосоматическая блокировка зачатия. Кстати, если эта тема откликается, я приглашаю вас на мой мастер-класс по работе с идиопатическим бесплодием. Это не про таблетки, это не про процедуры, это про восстановление естественной способности к зачатию через работу с глубинными причинами. Подробнее я расскажу в конце видео. Но сначала история, которая полностью изменила мое понимание репродуктивной медицины. Полностью. Ко мне обратилась Мария. Назовем ее так. 38 лет, успешная банковский работник, финансистка, прекрасная физическая форма, счастливый брак. 3 года попыток, лучшие клиники, 2 неудачных ЭКО. Врачи разводят руками. Все идеально, но не получается. В первую встречу она сказала фразу, которая все объяснила. «Доктор, я боюсь, что если стану матерью, то перестану быть собой. Потеряю карьеру, независимость, превращусь в домохозяйку, как моя несчастная мама». И вот парадокс. Сознательно она отчаянно хотела ребенка, а подсознательно панически боялась материнства. Панически. Ее тело получало двойные сигналы. «Хочу забеременеть» и второе. «Ни в коем случае беременеть нельзя». И знаете что? Тело выбирало безопасность. За долгое время, больше чем 6 месяцев психотерапии, мы распутали этот внутренний конфликт. Мария поняла, что может быть и успешной, и мамой, и собой. Через год после окончания терапии долгожданная беременность у нее случилась. Сейчас ее дочке 2 года, и Мария говорит: «Я не потеряла себя, я нашла себя настоящую». Это не единичный случай, это закономерность, которую я наблюдаю годами. Итак, первая тихая, неизвестная скрытая причина бесплодия – конфликт идентичности. Кем я стану, если стану мамой? Представьте, что ваше подсознание – это очень заботливый, но очень тревожный телохранитель. Он видит, что вы боитесь изменений в жизни и решает,
Лучше я ее буду защищать от беременности, чем она потом будет страдать. Этот конфликт особенно характерен для успешных женщин после 35. Вы построили карьеру, привыкли к независимости, контролируете, в кавычках, контролируете свою жизнь. И где-то глубоко внутри сидит страх. А что, если материнство разрушит все, что я создавала? Или другой вариант. А что, если я окажусь плохой матерью? А вдруг у меня нет материнского инстинкта? А вдруг я не справлюсь? Знакомо? Тогда ваше тело может включить защитный механизм. И включает. На биохимическом уровне это выглядит как повышенный кортизол чуть-чуть, который подавляет овуляцию, или как незаметное напряжение мышц малого таза, которое мешает имплантации на консультациях и на сеансах, как врач-остеопат, я это вижу всегда. Вторая причина – это генеалогические программы или семейные сценарии. А теперь внимание. Это может показаться странным, но это очень важно. Иногда бесплодие связано не с вашими личными страхами, а с семейной историей, которая передается через поколение как невидимое наследство. Вспомните женщин в своей семье. Как проходила их жизнь, беременности, роды. Были ли трагические истории, выкидыши, смерть при родах, послеродовые депрессии, попытки суицида? Может быть, ваша бабушка рожала в войну и говорила: зачем приводить детей в этот жестокий мир? Или наоборот, в семье есть установка: дети – это крест, материнство – это жертва, из-за детей заканчивается жизнь. Звучит мистически и эзотерически, да? Но на самом деле это простая нейробиология, наука. Травматичные переживания предыдущих поколений могут передаваться через эпигенетические механизмы и влияют на работу репродуктивной системы. У меня была пациентка, которая никак не могла забеременеть. Никак не могла. А потом выяснилось, что ее прабабушка потеряла 3 детей от голода в 30-е годы прошлого века. И в семье закрепилась неосознаваемая установка: лучше не рожать, чем потом терять детей. Когда мы проработали эту семейную травму, беременность наступила через 3 месяца. И третья причина, синдром идеальной жертвы или вторичные выгоды бесплодия. Это самая деликатная тема. Я попрошу вас к ней отнестись без самоосуждения. Иногда бесплодие дает нам что-то важное, о чем мы не подозреваем. Подумайте честно, что изменится в вашей жизни, когда вы забеременеете. Может быть, муж станет уделять вам меньше внимания. Или придется оставить работу, которая, если честно, вас тяготит, но дает статус большой и деньги. Одна моя пациентка давно уже поняла, что бесплодие помогает ей избегать близости с мужем. Она говорила как-то: мы так сосредоточены на попытках забеременеть, что не замечаем, как далеко мы друг от друга. Я уже забыла, что такое секс. Когда они восстановили эмоциональную близость, беременность произошла почти сразу. Почти сразу. Сейчас внимание. Через несколько минут я покажу вам технику, которая поможет обнаружить вам эти скрытые страхи и конфликты. А пока что еще одна история. Смотрите дальше. Олеся, 41 год, пришла после 4 лет попыток и 3 неудачных ЭКО. Ее фраза: доктор, я готова на все, что угодно, скажите, что делать. Но в процессе терапии выяснилось, что она вообще не готова совсем. Во-первых, у нее был ужас перед ответственностью, перед родительской ответственностью. Она выросла в семье, где мама постоянно жаловалась: из-за вас я не живу, а существую. И Олеся боялась стать такой же. Во-вторых, в ее семье женщины традиционно рожали с большими сложностями. Бабушка чуть не умерла в родах, мама лежала на сохранении почти всю беременность. Сестра родила с осложнениями после кесарево сечения. И подсознательно Олеся ждала, что роды – это обязательно катастрофа. И в-третьих,
Она панически боялась потерять свою стройную фигуру и привлекательность, и сексуальность. В ее понимании беременная женщина – это бочка, а кормящая мама – корова или свинья. Откуда такие образы у нее? Из детства, когда папа часто подшучивал над располневшими мамашами, как он говорил на улице. Поработав с этими 3 блоками, Олеся забеременела естественным путем через 7 месяцев. И знаете, что она сказала, когда узнала о своей беременности? Вспоминаю. Наконец-то я поняла, что действительно готова быть мамой, а не просто хочу быть ею. А теперь обещанная техника для определения психосоматических блоков. Она называется техника честного разговора со своим телом. Сядьте удобно, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов, представьте себя беременной, с округлившимся животиком, в удобной одежде для беременных. Теперь мысленно пройдитесь по разным сферам своей жизни и честно ответьте на вопросы про отношения с партнером. Что изменится между нами? Будет ли он также внимателен ко мне? Не потеряю ли я его в любовь, когда стану мамой, а не только женщиной? Про карьеру и самореализацию. А что произойдет с моей работой? Смогу ли я и дальше оставаться успешной? А может быть, я стану зависимой? Про внешность и здоровье. Как изменится мое тело? Смогу ли я принять эти изменения? И боюсь ли я родов вообще, в принципе? Про ответственность. Готова ли я к тому, что за кого-то отвечаю 24/7? Не пугает ли меня эта ответственность? Про семейные сценарии. Какие истории о материнстве я слышала в детстве? Не повторяю ли я судьбу мамы, бабушки, сестры, тети и других? И сейчас обратите внимание на свои телесные реакции. Если при каком-то вопросе вы почувствовали напряжение, тревогу, сжатие в груди или животе, это сигнал о возможной блокировке энергетической. Теперь 3 практических шага, 3 для работы с тихими причинами бесплодия. Шаг 1. Техника, которая называется «разрешение на материнство». Каждый день перед сном произносите вслух, это очень важно, вслух, фразы разрешения. «Я разрешаю себе стать мамой и остаться собой. Я разрешаю себе быть счастливой матерью. Я разрешаю своему телу забеременеть и легко выносить ребенка. Я разрешаю себе рожать легко и безопасно. Я разрешаю своему ребенку прийти в мою жизнь». Звучит просто, да? Но вы попробуйте произнести это вслух прямо сейчас, и вы почувствуете, какие фразы даются легко, а какие даются сопротивление. Да. Шаг 2. Письмо своим страхам. Возьмите лист бумаги и напишите письмо рукой своим страхом, связанным с материнством. Начните со слов: «Дорогой страх, я вижу тебя и понимаю, что ты хочешь меня защитить. Но сейчас ты мне мешаешь, и вот что я хочу тебе сказать». Выплесните все без цензуры. А затем напишите ответ от лица своей мудрой материнской части. «Дорогая, я понимаю твои страхи, но хочу тебе сказать». Этот диалог поможет примирить разные части вашей психики и снять внутренний конфликт. Шаг 3. Создание новых образов материнства. Наше подсознание мыслит образами. Если у вас в голове материнство ассоциируется с жертвенностью, усталостью, потерей себя, нужно создавать новые привлекательные образы. Например, найдите примеры счастливых мам, которые вас вдохновляют. Читайте их истории, смотрите интервью, общайтесь с ними. Создавайте в воображении картинки себя как счастливой, реализованной мамы, женщины, жены. А теперь я отвечу на 3 ваших самых частых вопроса, которые вы задаете мне по этой теме. Доктор, а как понять, это действительно психосоматика или все-таки что-то физическое?
Хороший вопрос. Если медицинское обследование не выявило никаких проблем, но беременность не наступает больше года, и у вас регулярная сексуальная близость, стоит рассматривать психосоматический фактор. Особенно если вы замечаете, что чем больше стараетесь забеременеть, а как вы стараетесь? Тем больше фрикциями, тем больше это вызывает напряжение. Или если попытки зачатия превратились в стресс вместо близости, попытки в пытку. Еще один вопрос. Сколько времени нужно на работу с психосоматикой? Мне уже за 40, у меня нет времени, время не ждет. Изменения обычно начинаются очень быстро. Иногда через 2-3 месяца работы, иногда позже. У меня бывали случаи, когда беременность наступала у женщины даже в процессе нашей терапии. Но главное – это не время. Поймите это. Главное – качество изменений. Лучше полгода работать с глубинными причинами, чем годами биться головой о стену неэффективных попыток пыток. И помните, работа с психосоматикой – это совсем не про зачатие. Это про ваше общее состояние, про отношения, про качество жизни. И в завершение я хочу сказать самое важное. Дорогие друзья, дорогие женщины, бесплодие – это не приговор, это не ваша вина. Ваше тело не сломано, оно просто может быть напугано или заблокировано. Каждая из вас имеет естественную способность к материнству. Эта способность заложена природой. Знайте об этом. Иногда эта способность просто спит, в кавычках. Спит под грузом страхов, травм, неосознанных, неосознаваемых конфликтов. Представьте, что внутри вас есть семечко, которое хочет прорасти. Но над ним лежит камень страхов. Уберите камень, и семечко само прорастет. Если то, о чем я говорил сегодня, откликается в вашем сердце, я приглашаю вас на мой мастер-класс в записи. Психология зачатия, работа с идиопатическим бесплодием неясного генеза. На мастер-классе вы получите полную диагностику психосоматических блокировок зачатия. Получите пошаговый алгоритм работы с каждым типом блоков. Получите конкретные и работающие техники работы с семейными сценариями и генеалогическими программами, а еще практики для восстановления связи с женственностью и материнским началом, а еще методы работы с партнером для создания благоприятного поля для зачатия. И вы всегда можете записаться на индивидуальную онлайн-консультацию платную по видеосвязи. И помните, материнство – это не только про беременность, зачатие, про роды, это про раскрытие вашего самого глубокого, мудрого, любящего потенциала. Этот потенциал есть у вас. Нужно просто убрать то, что его блокирует. Камень, помните, камень уберите. Поэтому берегите себя, доверяйте своему телу и помните, чудеса случаются с теми, кто готов работать и трудиться. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, напишите комментарий позитивный, мне будет очень приятно. И я, как всегда, желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.